Здравствуйте! Вы смотрите новости о золоте на канале GIGOS TV. В этом выпуске вы узнаете, как золото обошло евро в рейтинге самых популярных резервных активов, может ли золото в будущем опередить и доллар, какую масштабную операцию осуществил Резервный банк Индии. Не забудьте поставить лайк и подписаться, а мы начинаем. Массовые закупки золота, осуществляемые центробанками в последние годы, привели к закономерному результату. Как сообщает журналист и аналитик компании Gainesville Coins Ян Ньювенхейс, в 2023 году доля благородного металла в общемировых резервах превысила долю евро. Таким образом, золото отныне является вторым по популярности резервным активом после доллара США. Согласно подсчетам эксперта, в 2008 году доля золота в запасах стран мира составляла лишь 11%. Но, как известно, масштабный экономический кризис заставил центральные банки пересмотреть свою политику в отношении ценного металла. И в 2023 году на долю золота приходилось уже 18% глобальных финансовых резервов, в то время как евро застряло на отметке в 16%. Теперь в этом вопросе золото уступает лишь доллару. Однако в резервах государств наблюдается ярко выраженная тенденция сокращения долларовых запасов. В 2001 году их доля достигла пиковых значений в 72%, после чего последовал ощутимый спад до 48% в 2023. Ослабление доверия к доллару, по мнению Ньювенхейса, связано с ненадежностью фиатных валют, многочисленными финансовыми пузырями, усилением вооруженных конфликтов и опасениями инфляции. В этих условиях золото с его многовековой репутацией выглядит куда более предпочтительным активом. Поскольку проблемы фиатных валют не исчезнут в ближайшее время, возможно, что золото в предстоящее десятилетие превзойдет и доллар, пишет в своей статье Ян Ньювенхейс. Интересно, что именно золото когда-то помогло доллару стать резервной валютой номер один. Как это произошло, узнайте, перейдя по подсказке в верхней части экрана. О возрастающем интересе к золоту в качестве эффективного защитного актива говорят и другие факты. К примеру, Резервный банк Индии недавно вернул в страну более 100 тонн драгоценного металла, которые ранее были переданы на хранение в Великобританию. И как сообщает издание Times of India, в ближайшие месяцы это количество может удвоиться. С 1991 года более половины индийских золотых резервов хранилось за рубежом. По-видимому, такое положение дел перестало отвечать интересам страны. Власти Индии осуществили сложную операцию по возврату огромного груза слитков, потребовавшую месяцы подготовки и использования специальных самолетов с повышенным уровнем безопасности. Все это говорит о глубоком понимании руководителями государств важнейшей роли золота в современной финансовой системе. В период глобальной нестабильности лучше иметь под рукой как можно больше активов, устойчивых к экономическим потрясениям. И в этом отношении едва ли найдется что-то более надежное и многократно проверенное, чем золото. Вы смотрели новости о золоте на канале GIGOS TV. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Скоро мы вернемся с новым интересным видео. До новых встреч!